Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. На медведя я друзья, на медведя я друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, а медведь без друга. Роскошный прием и заздравные тосты на языке высокого гостя все, наконец, расставили по местам. Мы не одни в этом мире. Нас с Китаем 1,5 миллиарда. Наш инь, их ян. Китайская ганьбэй до дна так похожа на нашу гойду. Ганьбэй. Ганьбэй. Наконец стало ясно, на чем был все эти месяцы основан куражистый, задиристый оптимизм телеграм-канала Дмитрий Медведев, кто бы его ни вел. И само собой этот оптимизм, как эхо в пещере, отозвался в выступлениях главных экспертов по любым вопросам. Это действительно историческое событие, которое действительно направлено за горизонт. Видно было, сколь изголодались лидеры наших стран по живому общению друг с другом. Вот Си Цзиньпинь первый визит, да, приехал в нашу страну, зная, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами четко дал понять, что всем, кто поддерживает русских, придется заплатить за это высокую цену. Логичнее партнера, чем Россия, в этой ситуации нет. Зная логику китайцев и понимая, как они могут действовать и что они делают, если бы я был бы на американском телевидении, я бы смело утверждал, что уже снаряды там, на передовой. Ну и где сейчас воинственный Джо Байден? Байден и вовсе давится от злости. Байден, ты, наверное, не понял, что вчера произошло. Объединились две мировые державы. Нельзя не отметить и то, о чем давным-давно предупреждали наиболее прозорливые придворные марксисты. На наших глазах страна совершает таки долгожданный левый разворот. Это заметно каждому. А нас закосило влево, в сторону бытия, в сторону поклонения женщинам, материальности, в сторону безбожников, в сторону сатанистов. Неспроста же англосаксонские злопыхатели и эмигрантская сволочь из-за границы в бессильной злобе верещат о воссоздании Советского Союза. Чует кошка, что скоро останется без мяса. Давайте вместе посчитаем приметы. Красный цвет доминирует в уличной рекламе. Волгоград все чаще и на все более длительный срок переименовывают в Сталинград. Сталинского лозунга «Победа будет за нами» перестали стесняться. Да и других сталинских формул. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. В Москве открыт памятник Фиделю, Рудуэн снова носит имя Лумумбы, воссоздано общество знания, переснятый дядя Федор и Чебурашка, в школы возвращается начальная военная подготовка, реабилитированы пионеры, знамя октябрят спешат подхватить вагнерята, а новые коммунисты-ленинцы получают абсолютный простор на федеральном телевидении. Нас осталось только двое марксистов, я и Карен Георгиевич Шахназаров. Видно, у нас и третий марксист подтянулся. Можно ли желать большего, спросите вы? Можно ли придумать более удобный интерфейс для стыковки с самым передовым социалистическим государством планеты? Идем на стыковку. Наконец, каждому обывателю становится понятна и глубокая, продуманная стратегия властей, которую было трудно разглядеть сразу. Нет, мы не занимаемся авантюрами от нечего делать. С самого начала за нами Китай. Мы соразмеряем все поступки и решения с коммунистами из Китая. Вместе с ними приближаем неизбежную кончину мирового империалистического зла. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Сейчас происходят перемены, которых не было 100 лет. Мы осуществляем их вместе. Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг. Перемены, которых не было 100 лет? Что имеется в виду? В Китае 100 лет назад при одобрении Коминтерна националисты Чан Кайши освобождали страну силой оружия от иностранного, преимущественно англосаксонского, диктата.
Или это намек на русскую революцию? Или намек на предшествовавшую ей мировую войну? В составе Красной Армии воевало 300 тысяч китайцев. Кстати, фильм «Неуловимые мстители» был снят Киасаяном по книге, где сначала был не Яшка Цыган, а китайский молодой человек. Впрочем, если знать, что фраза «перемены за 100 лет» для китайской пропаганды является такой же дежурной, как для нашей «можем повторить», и если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Пафос несколько снижается. Тем более, что новых публичных обязательств по спасению экспорта «Газпрома» или поставкам вооружений предъявлено не было. Если бы у такого честного человека, как ты, появились враги, они стали бы моими врагами. И они бы тебя боялись. Примите мою дружбу. Хорошо. Однако ведь и без договоров видно, разыгрываемая на наших глазах партия переходит в эндшпиль с полным разменом фигур. И ясно, теперь окончательно ясно, что агитпроп с первых дней был прав. Не стыдно еще раз повторить, как минимум год Россия и Китай двигают фигуры совместно, все согласовывая заранее. Сыграем. Дебютную комбинацию два выдающихся гроссмейстера обсуждали еще на Олимпиаде в Пекине. Это подтвердилось, когда в прошлом феврале китайское посольство единственное не эвакуировалось из Киева, когда съемочная группа китайского гостелевидения появилась в Мариуполе, когда затарахтели иранские дроны, едва ли возможно без Китая, и пошла корейская помощь, едва ли возможно без Китая. Это было понятно по отчаянной смелости кремлевских демаршей. И теперь обратите внимание на последовательность ходов. Международный трибунал выписывает ордер на арест, Си Цзиньпин выдвигает Путина, все поняли именно так, на новый срок. В Киев тут же летит японский Кисида. Да, Запад готов протянуть фронт до Японии. Сеанс одновременной игры на двух досках его не смущает. Путин, китайский мирный план пригодится, но попозже, то есть никакого мира в перспективе. Под Питером бомбардировщики Б-52, рядом с Аляской Ту-95. Запад готовит снаряды с объединенным ураном. Только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. А где-то параллельно с этим неотвратимо назревает Тайвань. Апокалипсис. В любом случае, теперь-то скептикам, нытикам и пессимистам совершенно нечем все это крыть. Ребята, не Пекин ли за нами? Если за нами он, то пусть речь уже не о локальной спецоперации, а о натуральной мировой войне, мы находимся на стороне социалистического добра. Как в 1941 году, наше дело левое, враг будет разбит. Идущая на Украине война не была результатом российской агрессии, а была следствием милитаристской политики США. Война началась с фашистского путча в Киеве в 2014-м. Россия и Донбасс были вынуждены приступить к самообороне и национально-освободительной борьбе против империалистов. Военные преступления против КНДР и Китая — это тоже империалистическая агрессия. И неважно, кто выстрелит первым в Корее или на Тайване, эти войны тоже будут национально-освободительными и оборонительными. Неважно, кто выстрелит первым. Это фрагмент манифеста недавно созданной так называемой Всемирной антиимпериалистической платформы. Сами видите, битком забитый зал не смог вместить всех желающих присоединиться к платформе. И организаторам, симпатичным девушкам, кажется, кореянкам, пришлось ограничить вход. Ну вот же, пазл сложился, Китай социалистический, мы с Китаем, а значит все делается правильно. Ленин, Сталин и Мао одобрили, были бы с нами сегодня. Неважно, кто выстрелит первым. Это полностью опрокидывает, к примеру, формулу карликовых, трусливых, приспособленческих компартий Греции, Испании, Италии и еще примерно 40 стран, которые вообразили себе, будто следующая мировая война, то есть та, которая уже фактически идет, будет иметь точно такой же империалистический, заведомо несправедливый характер, как и Первая мировая.
Что это опять передел карты мира корпорациями и представляющими корпорации правительствами. Что это, как и в 1914 году, просто грызня хищников под фиговым листком болтовни об оборонительной, национально-освободительной борьбе и защите исконных территорий. Что именно так защищались исконно русские, исконно немецкие, исконно французские, турецкие или британские территории 100 лет назад. Что так же, как сегодня, социал-шовинисты прошлого, петрушки на руках собственной буржуазии, находили 1001 аргумент в пользу того, что марксизм слегка устарел. Глупости какие, ничего подобного, любые аналогии ложны. Украина — это вообще часть России, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем по разные квартиры. Сейчас, когда маски сброшены, собственно, все показывают свой звериный оскал. Кроме нас. И кроме китайских товарищей. Так и есть. Мы белые и пушистые. Ну нет, раз в левом углу ринга за нашей могучей спиной прячется государство диктатуры пролетариата Китай. И сравнения могут быть только со Второй мировой, когда все прогрессивно мыслившие люди как один поддержали Советский Союз. Китай ведь это и есть подлинный Советский Союз сегодня. Советский Союз 2.0. А что если СССР 2.0 должен выглядеть вообще по-другому? Как он должен быть выглядеть? Как он может быть выглядеть? Смотрите, а что если у Китая свои планы в отношении России? Следовательно, если эта точка зрения верна, то правы Зюганов, Кургинян, Попов и марксистские теоретики меньшего калибра, поддержавшие великую антифашистскую декоммунизацию. Следовательно, солярные символы, руны и двуглавые орлы – это мелочи, незначительные мелочи. Доминирует-то повсюду красный цвет. Мы на стороне сил прогресса. И надо бы не морду воротить, а стиснуть зубы, зажать нос, зажмуриться и солидаризироваться с собственной буржуазией, с собственным капиталом. Примерно так же, как греческим коммунистам стоило бы, наверное, сомкнуть ряды с ультраправыми из Золотой Зари или хунты черных полковников, если бы вдруг полковники эти вовремя перешли на сторону Красного Китая. Ну а тот, кто осмелится бросить вызов такой логике, обязан убедительно, с картинками и фактами на руках, опровергнуть один единственный короткий тезис. Вот он. И этот вопрос в преддверии все более вероятной спецоперации по денацификации Тайваня, анти-Китая, если проводить аналогии с анти-Россией, приобретает сейчас исключительную важность. Теперь от него просто невозможно отвертеться, поэтому мы не будем. Итак, чем является современный Китай? Что это за хреновина? Первое, что сегодня делает любой исследователь, задает вопрос искусственному интеллекту. Те, кто утверждает, что Китай социалистический, ссылаются на следующие аргументы. Государственный контроль над экономикой, большую ее часть составляют госпредприятия. Утверждается, что это и есть общественная собственность на средства производства. Экономическое планирование, правительство готовит 5-летние планы. Социальная политика, всеобщее здравоохранение и образование, программы снижения бедности, пилотная программа по базовому доходу. У власти находится коммунистическая партия. Ее сторонники считают КПК авангардом пролетариата, революционной партией рабочего класса. Большое спасибо. Если бы мы захотели опровергнуть эту концепцию, то попали бы в ловушку. Ведь большинство аргументов против так или иначе используются западной пропагандой для очернения Китая. Или, если рассуждать по-марксистски, для удушения конкурента. Но ведь много скептиков говорят о том, что Россия впадает в зависимость от Китая. В такую, причем железную зависимость. Это говорят не скептики, а завистники. Ведь никто из нас, находящихся в здравом уме, не будет оспаривать империалистический характер поведения Запада. Верно? Ведь мы помним, как совершенно точно указывал Путин и интервенцию в Россию, и столетнюю оккупацию Китая, и Хиросиму с Нагасаки, и Вьетнам с Кореей, и бомбардировки Белграда с Багдадом, и грабеж, и диктат, и насилие. Что же теперь, подыгрывать англосаксонским трансвеститам, мечтающим рассорить две наши страны? Это наркоманы политические. Наркоману нужна доза,
Американцам нужна война. Однако то, что некоторые тезисы озвучивает маньяк, убийца, насильник, педофил, каннибал или вампир, не означает, что тезисы эти заведомо ложны. Возможно, они просто показались удобными маньяку, поэтому он подобрал и использует их в своих интересах. Возможно, вы просто зажаты между двумя маньяками. Предлагаю выслушать мнение авторитетного эксперта, к тому же в прошлом руководителя крупнейших у нас государственных, подчеркиваю, государственных предприятий. К этому эксперту у нашей власти по всем признакам до сих пор нет никаких претензий, так что можно абсолютно спокойно на эксперта положиться. Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством. Как при этом они форма перехода к рынку такая. Ну, конечно, как они при этом ухитрились, когда коммунистическая партия строит капитализм, это уже нужно спрашивать у китайцев, но они как-то умеют это делать. И это вам удалось. Государственный капитализм с коммунистическим лицом. Так ли это? Или это старый добрый социализм, но с китайской спецификой? Увы, в разные исторические эпохи социализму давалось столько канонических определений, что можно утонуть в цитатах. Цитата найдется подо что угодно. К примеру. Хозяйничайте все. Капиталисты будут рядом с вами будут и иностранные капиталисты, концессионеры и арендаторы. Они будут вышибать у вас сотни процентов прибыли, они будут наживаться около вас. Пусть наживаются, а вы научитесь у них хозяйничать, и тогда только вы сумеете построить коммунистическую республику. Посмотрите, сколько людей, у которых получилось. Значит, это легко. Хозяйничайте, пусть капиталисты наживаются. Это Ленин сказал. Ленинские слова из работы про НЭП. Там простая мысль. В крестьянской стране, разрушенной двумя войнами, социализм не на чем строить, пока не будет любыми способами создана база. Капиталистическая база. Это база. И это главное. Поэтому да, говорит Ленин, компромисс с капиталистами при строительстве на начальном этапе строительства социализма возможен, но при условии, что капиталисты находятся под постоянным прицелом и подчиняются диктатуре правящего рабочего, то есть класса. Впрочем, и в таком случае капитализм нужен исключительно за тем, чтобы там, где было средневековое варварство, перенять технологии, создать средства производства, развить монополии, а потом перевести эти монополии в общественную собственность. Ведь по-ленински социализм — это еще и частная монополия, перешедшая в распоряжение общества, более не частная. Социализм — это не про мелкую конкуренцию, а про самое-самое настоящее укрупнение. Размер имеет значение, да еще какое. Чем больше размер, тем, как известно, лучше. Короче, если вы, как большевики, произвели революцию там, где и обобществлять еще нечего, то НЭП оправдан. НЭП — это временное отступление ради будущего наступления. Что-то вроде прививки, что ли, когда инфекция вводится в организм намеренно, но остается под контролем, усиливая иммунитет. Ленинский НЭП был очень коротким и планировался коротким. Его отмена и контрнаступление на капитал себя ждать не заставили. Все омерзительные проявления НЭПа и НЭПманства, известные нам благодаря Зощенко, Булгакову, Ильфу с Петровым или стихам Маяковского, довольно быстро забылись. Слушайте, за что же вы хотите получить столько денег? Я их заработал, а вы? А я не только трудился, я даже пострадал на этом деле. После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей? Сегодня мы часто слышим, что к китайскому социализму нужно подходить с точно такой же меркой. И это, дескать, тоже НЭП, затянувшееся временное отступление. НЭП. Необходимо это поддержать. НЭП. Так расшифровывает аббревиатуру социал-шовинист и охранитель. Это очень сильно похоже на НЭП. НЭП. Пускай продолжающийся уже в 4 раза дольше, чем НЭП ленинский. Пускай при таком НЭПе Китай живет уже намного дольше, чем при социализме Мао. В ответ скажут, это же Азия. Само время в Поднебесной течет по-другому. Однажды одного из лидеров китайской революции Чжоу Энлая спросили, каковы, по вашему мнению, последствия Великой Французской революции. «Еще слишком рано судить об этом», — ответил он. И об этом, надо признать, прямым текстом говорится в уставе Китайской коммунистической партии. Наша страна находится и будет еще долго находиться на начальной стадии социализма. Этот неминуемый исторический этап осуществления социалистической модернизации в Китае, переживавшем одно время экономическую и культурную отсталость, займет не менее 100 лет.
Расходимся, пацаны. Это начальный социализм. НЭП на 100 лет. Страна-то ведь особенная. Планируется на это потратить лет 100. Много это или мало? Неизвестно. Как вы можете сказать, что что-то долго они строят? Я думаю, что никак. Мы должны удивляться, что еще как-то они строят. Давайте вспомним, с чего начинался китайский НЭП. Рыночные реформы Дэн Сяопина стали возможны после партийного переворота, после смерти самого Мао, после осуждения его сторонников так называемой «банды четырех». Впрочем, кое-что из наследия великого кормчего его сменщикам пригодилось. Это наладженные Мао отношения с мировым англосаксонским империалистическим злом. Как мы помним, фоном был конфликт Китая с Советским Союзом. Страны обвиняли друг друга в ревизионизме, социал-империализме. После знаменитого визита Никсона Китай ударяет с Вашингтоном по рукам. До такой степени, что... В 1974 году Никсон с позором покинул Белый дом. 2 годами позже умер Мао Цзэдун, большое событие в мировой политике. Тем не менее, у двух государств оставался общий враг – СССР. Американская разведка считала, что одно из лучших мест для того, чтобы шпионить за Советским Союзом – высокогорье Западного Китая, недалеко от советских ядерных полигонов. В 1979 году США и КНР договорились о создании там совместных разведстанций под контролем ЦРУ и китайских военных. В январе 1979-го Джимми Картер признает Китай. Устанавливаются дипломатические отношения. Через 3 недели Дэн Сяопин в Вашингтоне. Это всем известно, но об одном пункте в программе того визита мир узнал лишь на днях. Вы легко догадаетесь, почему. Дэн Сяопин попросил организовать посещение штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии. Нескромная просьба для человека, чью страну США только что не признавали. В это здание приглашались лишь немногие иностранные лидеры. Десятилетиями поездка оставалась секретом. Журналистка New York Times Джейн Перлец подтвердила факт визита в интервью с бывшим министром обороны и директором ЦРУ Робертом Гейтсом. Дэн появился в ЦРУ глубокой ночью. Первым делом он побывал в командном центре. Ему показали спутниковые карты тех мест, где предполагалось разместить станции. На 7-м этаже гостя приветствовал директор службы Стэнсфилд Тернер. Проговорили они 45 минут. Однако, прежде чем поделиться оборудованием для слежки за СССР, США хотели получить больше гарантий. Через несколько месяцев в Китай прибыла делегация Конгресса. В ее составе был молодой сенатор от штата Делавэр. Его звали Джо Байден. Сохранились воспоминания очевидцев о той встрече. Дэн выглядел очень смущенным, если не напуганным, но Байден схватил его руку, расплылся в улыбке, и неловкость прошла. Байден спросил, в силе ли решение о размещении станций ЦРУ, и получил утвердительный ответ. Зачем вся эта компрометирующая подноготная вываливается в печать именно теперь, в 2023-м, понять нетрудно. Сегодня, когда отношения между Пекином и Вашингтоном давно не радужные, а русские с китайцем снова братья навек, годится любой способ для того, чтобы запомоить конкурентов и внести раскол в их лагерь. Сейчас я вам устрою сладкую жизнь. Однако, согласитесь, далеко не каждый социалистический НЭП получал благословение в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сегодня Дэн Сяопин в китайской иерархии соседствует с Мао. Он официально, я цитирую, «великий марксист, великий пролетарский революционер, государственный деятель, военачальник, дипломат, великий архитектор китайских экономических реформ и социалистической модернизации». Каждый китайский школьник знает, что, отправляя 15-летнего Дэна во Францию, его отец тоже Дэн напутствовал сына такими словами. Ты должен перенять правду и опыт на Западе, чтобы спасти Китай. Опыт Дэн Сяопин начал перенимать на заводе Рено в пригороде Парижа, где вступил в марксистский кружок. Потом был Коминтерн, обучение в Московском университете Сунь Яцена и дальше прыжок с головой в китайскую гражданскую войну с революцией. СССР и Коминтерну такие люди были ой как нужны. Поскольку провалился план А, революция в Германии, развитом капиталистическом государстве, фронт революции мировой смещался в колонии. Короче, Дэн Сяопина вряд ли можно вот так взять и приравнять к Горбачеву или Ельцину, которых, кстати, в штаб-квартиру ЦРУ не водили. Да и как марксистам нам ведь должно быть безразлично, кто с кем пил, ел, спал, крестил детей. В конце концов, сам покойный завещал нам. Неважно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей, это хорошая кошка. Что ж, давайте посмотрим, каких мышей наловила эта кошка к весне 2023 года.
Китай – крупнейший в мире производитель электроники, от смартфонов до бытовой техники и компьютеров. Крупнейший производитель и экспортер текстиля и одежды. Крупнейший производитель стали, больше половины мирового объема. Крупнейший производитель игрушек. Крупнейший производитель мебели. Солнечных панелей, больше 70% мирового рынка. Крупнейший производитель и потребитель автомобилей. Крупнейший производитель машиностроительной продукции. Крупнейший производитель лекарств и субстанций для лекарств. Крупнейший производитель химической продукции, от пластиков до удобрений. Китай полностью доминирует на рынках керамики, продовольствия, упаковки, стройматериалов, судостроения, изделий из кожи, косметики, спортивного инвентаря. Китай крупнейший в мире потребитель энергии. Китай крупнейший потребитель потребительских товаров. Китай лидер в технологиях 5G, у него самое большое количество станций. Китай — это 900 миллионов абонентов сотовой связи и столько же интернет-пользователей. Китайские ученые первыми успешно применили методы генетического редактирования человеческого эмбриона. Китайская космическая программа началась в 1992 году. Сегодня у страны есть собственная станция на орбите, готовится экспедиция на Марс. Китай является второй или первой в мире экономикой, смотря как считать. Китай – это главный рынок для прямых иностранных инвестиций на планете. В общем, можно понять нашего Дерипаску, когда он с утра требует покаяния за грехи домашнего большевизма, а вечером обещает показать Западу китайскую коммунистическую Кузькину мать. Каждый кулик хвалит свой рынок сбыта и свою фондовую биржу, в случае Дерипаски – гонконгскую или шанхайскую. Поздняк метаться. Только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы не хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира. Олигарх Симоновский из Екатеринбурга. Сколотив капитал на челночной торговле китайским ширпотребом, он теперь выдающийся борец за дружбу между народами, ну и кое за что еще. То, что Симоленд — это крупнейшая наша оптово-розничная компания. Компания является собой образец социальной ответственности бизнеса. У меня есть очень хороший друг, он крупный предприниматель в Екатеринбурге. Он мне прислал фрагмент из программы Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогон». И написал: посмотри, там мои сотрудники. Это у меня снимали, это компания Симоленд. Вот мне кажется, что этот фрагмент надо перевести на все языки и показывать за границей. А Бакальчук из Wildberries, а Озон, а все остальные от автопрома до угля, для которых Китай теперь последняя соломинка. Они напоминают грибы, возникшие на гигантском пне китайской модернизации. Их смелость, задиристость, злорадство по отношению к Западу можно понять. Нас выпнули оттуда, на Востоке у нас есть крыша не хуже. А мы уйдем на север, а мы уйдем на север, а мы уйдем на север. Когда все заплюнется, не будет никого. О да, за таким-то списком крупнейших корпораций мы можем ощущать себя как за великой каменной стеной. По данным журнала Forbes, Китай занимает второе место в мире после США по размеру корпораций. У КНР их 297, у США 590. Рейтинг составляется каждый год по 4 параметрам: продажи, прибыль, активы и рыночная капитализация. В десятке крупнейших корпораций мира за 2022 год на втором месте промышленный и коммерческий банк Китая, на пятом китайский строительный банк, на восьмом сельскохозяйственный банк. Журнал Fortune составляет свой список по валовой выручке. Если верить ему, крупнейшие китайские компании — это государственная сетевая корпорация, государственная нефтяная корпорация, Синопек, государственная строительная корпорация, промышленный и коммерческий банк. То есть, понимаете, какая штука? Почти половина мировой экономики – это китайские банки и китайские корпорации. Социалистический финансовый капитал с китайской спецификой. Получается, мир, а значит и мы с вами уже в одном шаге от социализма. Да вот же, в Москве китайские корпорации возобновили выпуск социалистического москвича. Еще лет 100 мирного развития и... Впрочем, шутки в сторону. Отрицать эти экономические показатели было бы глупо, не по-марксистски. Но в воздухе повисает один занудный вопрос. Откуда? 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 Вот буквально, кто же все это сделал? Бородатый мужик из 19 века вместе со всей своей теорией, трудовой теорией стоимости, подсказывает нам, что это сделал китайский рабочий. Простой китайский рабочий. А еще простые рабочие в других странах, где рабочие гнут спину
не на американских или европейских, а с некоторых пор на китайских капиталистов, на китайские корпорации и банки. Поскольку если мы с вами по-прежнему признаем трудовую теорию стоимости, единственным источником прибыли, источником любого капитала является чья-то рабочая сила. И китайскому рабочему, конечно, можно было бы поклониться в ноги за многое из того, что было построено, добыто, открыто. Китайский рабочий сделал многое доступнее и для американцев, для которых дешевизна китайских товаров годами гасила инфляцию, и для нас, выменивающих прямо сейчас труд газовиков и нефтяников Ямала на созданные китайским трудом товары народного потребления. Но ведь в свое время точно так же, не покладая рук, трудились американские рабочие, японские рабочие, рабочие Германии и даже рабочие царской России. И все эти страны, можете пообщаться с нашими монархистами, в чем-то демонстрировали вполне впечатляющие успехи. Но чем все это закончилось? Вопрос, который нас просто обязывает задать вот этот самый бородатый мужик: в чьих интересах успехи? Во имя чего успехи? Кому достается прибыль? Каковы цели? И кто эти цели ставит? А то ведь у Ленина можно и такую цитатку отковырять. То, что немецкие Плехановы, Шейдеман, Ленч и другие называют военным социализмом, на деле есть военно-государственный монополистический капитализм, или, говоря проще и яснее, военная каторга для рабочих, военная охрана прибыли капиталистов. В поисках ответа было бы странно не заглянуть и в последний доклад Си Цзиньпина на съезде КПК, где его как раз переназначали на 3-й срок. Доклад называется просто и понятно: «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства». Некоторые люди были лишены достаточной уверенности в политическом строе социализма с китайской спецификой. Серьезными оставались такие проблемы, как полное игнорирование либо нестрогое исполнение закона. Часто имели место поклонение деньгам, гедонизм, крайний индивидуализм, исторический нигилизм и другие ошибочные идейные течения. Наблюдалась путаница в общественном мнении и в киберпространстве, что серьезно сказывалось на сознании людей и атмосфере общественного мнения. В области обеспечения благосостояния народа существовало немало слабых звеньев. Все эти слабые звенья были благополучно устранены. Мы разработали научно обоснованный и целостный стратегический план развития дела партии и государства в новую эпоху, поставили задачу осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации и стимулировали ее реализацию за счет китайской модернизации. Мы координировали усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, четко определили общую схему пятиединого строительства и 4-аспектную всестороннюю стратегическую концепцию, установили основной алгоритм работы, поступательное движение вперед при поддержании стабильности, в едином порядке планировали работу в сфере развития и безопасности. Вы что-нибудь поняли? У нас любят представлять Китай некой непознаваемой вселенной, гигантским океаном, головоломкой, в которой без знания всех диалектов китайского, а также без бутылки женьшеневой водки не разобраться. Если же попробуешь разобраться нахрапом, сразу заслужишь презрительные усмешки китаистов, ссылки на уникальный азиатский способ производства, о котором писал еще тот же самый Маркс. Восток – дело тонкое. Там еще 1000 лет назад крестьяне жили в симфонии с императорами. Короче, умом Китая не понять. И аршином нашим, само собой, не измерить. Китай поднялся на более высокую стартовую позицию в истории своего развития. Твердо придерживаясь курса на оказание адресной помощи нуждающимся и направляя отборные силы на выполнение этой работы, мы одержали победу в самой масштабной в истории человечества борьбе с бедностью. Чем больше ты в это вчитываешься, тем сильнее подозрение. Где-то ты это уже слышал. Многие базовые, подчеркну, именно гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. Объемы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров. Что касается нашего сельхозпроизводства, то в прошлом году оно показало двузначные темпы роста. Господи, тоска зеленая летом, желтая осенью, белая зимой. А что делать? Уволиться по собственному желанию. Да, не отпускают. То ли мы одной ногой там, то ли они одной ногой здесь.
Но по своему поведению две бюрократии, российская и китайская, подчас очень сильно напоминают друг друга. Главное же, чего ни с увеличительным стеклом, ни с контекстуальным поиском нельзя обнаружить ни в одном документе Коммунистической партии Китая, это два слова. Диктатура пролетариата. Диктатура рабочего класса. Как мы помним, это два магических слова, без которых любой самый прекрасный НЭП, словно карета Золушки, моментально превращается в тыкву. В обычный государственно-монополистический капитализм, просто с хорошим планированием. Вновь процитирую обновленный устав Коммунистической партии. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи являются собой продолжение и развитие марксизма-ленинизма, а также руководство к действию в борьбе партии и народа за великое возрождение китайской нации. Великое возрождение китайской нации. Тоже звучит знакомо. Между тем, еще в Конституции 1975 года пресловутая диктатура была. Вот как звучала тогда формулировка. Мы должны неуклонно продолжать дело революции при диктатуре пролетариата, с тем, чтобы наша великая Родина всегда шла вперед по пути, указанному марксизмом, ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна. А потом раз и исчезла. И вот вам НЭП. Зато на каждом углу появились широчайшие массы и возрожденная китайская нация. Нация. Коммунистическая партия Китая, авангард рабочего класса. Это первые слова общей программы, с которой начинается устав Коммунистической партии Китая. Рабочий класс, да, пару раз упоминается, но словно бы мимоходом. Скачайте последнее выступление Си Цзиньпина, сами посчитайте, сколько раз слово «нация» повторяется в нем. То есть великая китайская нация есть в уставе партии, в докладе Си Цзиньпина. Словосочетание «национальное возрождение», а мы помним, нам дедушка Сталин объяснил, что нация – продукт буржуазных отношений, имеется. НЭП на 100 лет есть, но диктатуры рабочих, классовой борьбы и всего этого нет. Все это устарело. В силу внутренних факторов и зарубежного влияния классовая борьба будет в определенных рамках еще долго существовать, а при известных условиях, возможно, и обостряться, но она уже перестала быть главным противоречием. Зафиксируем. Борьба между классами, то есть между буржуазией, владеющей средствами производства, и пролетариатом, работниками наемного труда, такими как вы, перестала быть в Китае главным противоречием. Было, сплыло. Но давайте что ли напомним и китайским, и российским непманам от социализма слова Маркса. Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения, первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Партия не может заменить класс, ибо партия при всей ее важной руководящей роли все же остается частью класса. Поэтому кто отождествляет руководящую роль партии с диктатурой пролетариата, тот подменивает класс партии. Отстаивая формулу НЭПа, российские защитники китайского социализма часто пытаются придать этому форму борьбы с троцкизмом. Помните известный троцкистский лозунг? Движение все, конечная цель ничто. Люди, которые сейчас удивляются, глядя на Китай, говорят, ну там капиталисты есть, а у нас что, не было? В переходный период капиталистов было. Мол, и троцкистам НЭП не нравился, а товарищ Сталин им возражал. Возражал. Но как возражал? Простое восстановление капитализма невозможно хотя бы потому, что власть у нас пролетарская, крупная промышленность в руках пролетариата, транспорт и кредит находятся в распоряжении пролетарского государства. На самом деле у нас происходит теперь не односторонний процесс восстановления капитализма, а двусторонний процесс развития капитализма и развития социализма, противоречивый процесс борьбы элементов социалистических с элементами капиталистическими, процесс преодоления элементов капиталистических элементами социалистическими. И эти капиталистические элементы были довольно жестко преодолены в Советском Союзе в дни коллективизации и индустриализации, которых не пришлось долго ждать. Иначе чего бы наши олигархи до сих пор оплакивали судьбу уничтоженного кулачества. Успокаивая троцкистов, Сталин перечисляет обязательные инструменты диктатуры пролетариата, которые не позволят капитализму взять реванш, одержать верх. Это советы, это массовые профсоюзы, это союз молодежи, это кооперация и коллективная собственность на селе. Ну и это, конечно, партия. Разве все это мы видим в Китае? В Китае происходит ровно противоположный процесс.
А в борьбе капитализма с остатками социализма у последнего все меньше и меньше шансов. Переходный период от капитализма к коммунизму продолжается. Я просто здесь выступаю всегда как оптимист. Я хочу, чтобы они стали социалистическим государством, и все было хорошо. Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. В 1982 году с приходом Дэн Сяопина, упразднением сельских коммун, появлением свободных экономических зон и свободного рынка рабочей силы исчезает знаменитая железная миска риса, социальные гарантии для китайских рабочих, исчезает их право на забастовку, исчезает и ссылка на борьбу классов. По большому счету, топливом для реформ Дэн Сяопина стали миллионы вышвырнутых из колхозов крестьян. Произошло новое огораживание с китайской спецификой. Только если в Советском Союзе миграция в города укрепляла власть рабочих, то в Китае это больше напоминало практики российского царизма. У него, повторюсь, тоже был впечатляющий, нехилый экономический рост. Бессловесная многомиллионная армия трудовых мигрантов, 285 миллионов человек, хлынула в свободные экономические зоны, на частные и на совместные с иностранцами предприятия. А в 1992 году в устав Коммунистической партии добавляется тот самый НЭП на 100 лет. Преодоление товарного производства как главная цель? Нет, не слышали. Наоборот, полная безграничная свобода товарного обмена. В 1984 году, привет Егору Гайдару, отпущены окончательно цены. К 2001 году на госпредприятия приходится всего 15% занятости в промышленности. В 2003 в Конституцию внесены поправки, уравнивающие частную и общественную собственность. В 2001 же Китай вступает в ВТО. Для этого радикально урезаны полномочия Государственной комиссии по планированию и либерализованы еще большие сектора экономики. С 1997 года право на вступление в коммунистическую партию получают капиталисты. Проверенные коммунистические капиталисты. Какую бы сюда вернуть цитату? Капитализм есть благо по отношению к средневековью, по отношению к мелкому производству, по отношению к связанному с распыленностью мелких производителей бюрократизму. Капитализм есть зло по отношению к социализму. Кстати сказать, а откуда всеобщая уверенность, будто до Дэн Сяопина в Китае не было промышленного роста? Я изучал статистику китайского Госкомстата, чтобы сопоставить темпы роста с началом реформ и при Мао. Да, рост можно измерять через ВВП, но вместо того, чтобы использовать этот показатель, я сравнил производство зерна, тканей, грузоперевозки по железной дороге, выработку электроэнергии, добычу угля. К моему изумлению оказалось, что за исключением тканей и общей цифры ВВП, промышленный рост при Мао был гораздо выше, чем при Дэн Сяопине. ВВП при Мао вообще не могло быть, поскольку тогда в эту графу не вписывали услуги. Так благо или зло? Нам могут возразить, мало ли что написано в документах. В конце концов, вы же не Евгений Федоров, чтобы возносить молитвы каждому абзацу Конституции. Важно, что происходит в реальной жизни. Важно, что за годы реформ в Китае из абсолютной бедности извлечены 800 миллионов человек. Ну что же, дорогие друзья, давайте поговорим о том, выведены ли, куда выведены и куда, собственно, идут. По данным исследовательского центра Хужунь и компании Ицай, за прошлый год количество зажиточных китайских семей с состоянием в 6 миллионов юаней, около $1 миллиона, выросло на 2,1%, до 5 миллионов 200 тысяч. Семей с капиталом в 10 миллионов юаней, примерно $1,5 миллиона, теперь 2 миллиона 100 тысяч, рост 2%. Сверхбогатых семей с капиталом 100 миллионов юаней, 14 миллионов долларов, в стране 138 тысяч, рост 3,5%. Сверхбогатых семей международного значения, чей капитал превышает 30 миллионов долларов, стало больше на 4%. Их общее число 92 тысячи. 60% прироста богатства приходится на Шанхай, Пекин, провинции Гуандун и Чжэцзян. Основной источник – рынок недвижимости. Даже при относительном снижении количества сверхбогатых в Китае страна остается абсолютным мировым лидером по количеству миллиардеров с самой высокой концентрацией в Пекине. Там проживают 109 миллиардеров, больше, чем в любом другом городе мира. В Нью-Йорке их 105, в Шанхае 103. На 5-м месте после китайского Шэньчжэня – Лондон. Это самый свежий мартовский отчет о положении наиболее успешных китайских коммунистов. Да, из мирового рейтинга миллиардеров выпали из-за ковидного спада 229 из них. Зато добавились 69. В среднем плюс 2 миллиардера каждую неделю. А вот выдержка из прошлогоднего доклада.
Джун Шаньшань, владеющий компанией-производителем бутилированной воды Nongfu Spring, возглавил список самых богатых жителей Китая. 68-летний Джун Шаньшань возглавляет список богатейших китайцев второй год подряд. Его состояние за год увеличилось на 17% до 65 миллиардов долларов. На втором месте с состоянием в 35 миллиардов долларов расположился 39-летний основатель компании ByteDance, который принадлежит приложению TikTok, Джан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28%. Третью позицию занял король батареек, основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL, 54-летний Цзэн Юйцунь с состоянием 32,9 миллиарда долларов. За год он стал беднее на 28%. Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group, 58-летний Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в 2020-м, в этом году расположился лишь на 9-й строчке с состоянием в 25,7 миллиарда долларов. Нельзя не заметить, что после официального прекращения классовой борьбы права этой части китайского народа защищаются безукоризненно. Вместе со своими наемными работниками коммунисты-капиталисты получают государственные награды, и не когда-нибудь 1 мая. В 2022 году продажи люксовых товаров в Китае достигнут 956 миллиардов юаней, что составит 38% мирового рынка предметов роскоши. Китайцы по-прежнему являются самой важной силой в мировом потреблении предметов роскоши. Но может быть это просто верхушка гигантского айсберга, может быть это начало эры столетнего благоденствия, может быть жизнь китайских рабочих тоже изменилась в аналогичной степени. Джек, ранее в этом году вы высказывались в защиту системы 996, трудовой график. Я хочу подчеркнуть это для тех, кто не знает, в особенности в Китае. Вы работаете с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. На вас обрушилась волна критики. Вы немного сдали назад? Нет. 996 — это дух, который я стараюсь внушить людям, начинающим карьеру. Если ты хочешь добиться прекрасного будущего, если ты не хочешь стать аутсайдером в обществе, ты должен напряженно работать. Конечно, ты можешь наслаждаться жизнью и работать 2 часа в день. А вы могли бы наслаждаться жизнью по схеме 996? Да, конечно. А другие люди в Шэньчжэне и иных местах? Я думаю, большинство людей в этом мире, идет ли речь об отличном президенте, хорошем профессоре, хорошем инженере, хорошем ученом, хорошем ведущем, как вы должны работать гораздо больше других. Когда я принимаю душ, я думаю, то есть я работаю. Когда я сижу в туалете, я думаю. Когда я выхожу на пробежку, я думаю. Понимаете, вы не перестаете работать. Почему корпорации Alibaba нужен режим 996? Потому что от нас зависит 60 миллионов бизнесменов. И если мы не будем работать на износ, они потеряют надежду. Однако, если тебе не нравится твоя работа, если не нравится то, чем занимаешься, работай 2 часа в день. Ты будешь чувствовать себя отвратительно. Если ты любишь свою работу, а люди вроде меня любят свою работу, поэтому я люблю работать 10 часов в день, 15 часов в день. Ничего особенного. Это то, как предприниматель смотрит на мир. Когда компания была маленькой, я мечтал стать большим боссом. Думал, зажгу сигару, буду кино смотреть. Бизнес изи. Я должен сделать мою компанию больше. Теперь она стала гораздо больше, и я стал еще больше работать. Больше проблем. Так что радуйтесь, пока вы маленькие. Я бы только сказал, что тогда можно работать по схеме 12-12-7. Иногда мы работаем и больше. Вот видите, многие просто не хотят признать этого, но вы должны говорить людям правду. Жизнь непростая штука. Я специально вставил этот фрагмент без купюр. Это выступление богатейшего китайского коммуниста на бизнес-форуме. Где? В Киеве. А знаете когда? В ноябре 2019 года. «У вас молодое правительство», — сказал Ма. «Где вы еще найдете страну с 44-летним президентом и 35-летним премьером? У них нет опыта? Дайте им шанс». Ма охарактеризовал президента Зеленского как блестящего, молодого и увлеченного. Хочется и здесь напомнить слова Маркса. Система наемного труда является системой рабства, и притом рабства тем более сурового, чем больше развиваются общественные производительные силы труда, безразлично, лучше или хуже оплачивается труд рабочего.
Скептик закричит, что, мол, кто старое помянет, тому глаз вон. Дескать, в Китае, как и в России, по определению олигархов быть не может. Как и Путин, Си Цзиньпин держит барыг в ежовых рукавицах за причинные места. А этому отвратительному Джеку Ма вообще пришлось эмигрировать. Да нет, вот он только что вернулся. По персональному приглашению нового премьера Литяна. Статья в государственной Global Times. То, что о возвращении Ма пишут иностранные СМИ, показывает, как мало они знают о долгосрочной политике Китая. С момента начала реформ она основана на непоколебимой поддержке частного бизнеса. В противном случае, как китайский частный бизнес мог бы быть таким успешным? Сегодня на частные компании приходится больше половины всех собираемых в стране налогов, больше 60% ВВП и больше 80% занятости в городах. На днях главный надзорный орган в интернете объявил, что будут приняты суровые меры для борьбы с теми, кто посягает на имидж предпринимателей и коммерсантов. И точно, меры приняты. С этой весны коммунистов-капиталистов официально запрещается критиковать. Госканцелярия интернет-информации КНР призвала жестко пресекать незаконные действия, наносящие ущерб имиджу и репутации предприятий и предпринимателей в интернете. Руководитель ведомства Шэнь Юэ отметила, что в этом году готовится специальная акция «Цинлан». Предстоит борьба с 6 основными видами ложной и неточной информации о коммерсантах в интернете, включая сфабрикованные факты, субъективные предположения, искаженные интерпретации, пересказ старых новостей. Кроме того, недопустима утечка личной информации, клевета, оскорбления, спекуляции в адрес предпринимателей. Капиталисты не сразу показывают свое лицо. Они хитрейшие в мире политики. Они не хотели, чтобы люди сразу раскусили их. Люди сперва не сообразили, что на их глазах восстанавливается капитализм. В этом и состоит коренное различие между марксизмом и ревизионизмом. Ни один ревизионист не скажет открыто «я против марксизма». Всегда будут уловки, они будут ссылаться на новую ситуацию, новые подходы. Ну пусть коммерсанту барыги в Китае живется отлично, но ведь и рабочему, человеку, продающему свой труд, тоже стало полегче, получше или нет? Возьмем коэффициент Джини, главный индикатор неравенства в обществе. В стране специфического социализма он составляет 46,6. Это ниже, чем в США, где 49, но выше, чем в России. То есть возмущающее вас наше знаменитое российское неравенство не такое страшное, как китайское. У нас 34,4 пункта. У Китая же разрыв между богатыми и бедными примерно как в Камеруне. Но это, видимо, потому, что еще 100 лет НЭПа не прошли. 600 миллионов человек в Китае зарабатывают не больше 1000 юаней в месяц. При этом средний годовой доход на душу населения составляет 30 тысяч юаней. Как же так получается? Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет! Все потому, что кто-то слишком много ест. Так может быть, современный Китай — это не Си Цзиньпин и не Джек Ма, а гигантская армия рабочих по временному найму. Она же в терминологии Маркса резервная армия труда. Невидимое большинство, которое не катается туристами в Санкт-Петербург. Нет постоянного договора, нет страхования, нет медицинского обслуживания. Неравенство между полами. Средняя зарплата китаянок в 2018 году составила 6497 юаней, что составляет 78,3% от зарплаты мужчин. Вот эти кадры нам удалось когда-то снять в одной из китайских промышленных провинций для фильма «Планета Вавилон». Ручной труд на разборке электронного мусора. Вот фрагменты других документальных фильмов. Их, кстати, не так много, которые показывают, как выглядит китайский социализм, если смотреть на него глазами рабочих. Очень трудно сказать что-то совершенно новое о жизни китайского фабричного рабочего. Большинство этих людей приехали из глубинки. Им пришлось оставить свои семьи. В Шэньчжэне они проводят в среднем около 2 лет. Они выбиваются из сил, работают внеурочно, чтобы скопить как можно больше денег. Можно ли считать это шагом наверх по сравнению с тяжелой деревенской жизнью? Наверное. Но между этажами здесь по-прежнему натянуты сетки от самоубийц. Вот так-то.
теперь вы понимаете, какой опыт внедряет в России Z-олигарх Симоновский и подобные ему. Вам не нравилась эксплуатация по-западному? Познакомьтесь с эксплуатацией на восточный манер. Единство может быть с разной целью. Для дебилов объясняю, значит, что не обязательно. Вот, фашизм — это объединение с целью захвата территорий, значит, ресурсов и грабежа. Вот это Америка, вот США — это солидаристское государство, которое грабит там сейчас Сирию, грабило, значит, другие страны. Тут без вопросов. Тут профессор Попов так это и называет. Наш русский социализм и солидаризм, он глубоко народный, и у нас в основе лежит понятие соборности. Мы определили солидарность как силу, связывающую народ, обеспечивающую единство нации. Китайское рабочее движение знает выдающиеся примеры коллективного действия. Забастовки 1920-х, 30-х, 49-го, 52-го, 57-го года, 67-го, 76-го года. Заметьте, уже при коммунистах. Но в 1982 году из Конституции право на забастовку тоже исчезнет. В 1999 принимаются новые правила. Участвовать в подобных акциях могут не более 200 человек. Охват населения бесплатным здравоохранением упал при социалистическом НЭПе с 90% в 1970 году до 4%. Это объяснимо. С балансов приватизируемых предприятий просто сбрасывались больницы, прямо как у нас. Кстати, наши заброшки хорошо знакомы и бурно растущему Китаю. В сети немало видео вот с такими разваливающимися заводами. Однако ведь мы знаем, что классовая борьба, противоречия между классами зависят не от фантазии чиновников. Их нельзя просто взять и отменить. Вдумайтесь в следующую цифру. 408 тысяч. Столько трудовых конфликтов зафиксировано Министерством социальной политики страны в 2020 году. Выведены даже минимальные параметры экономического роста, необходимого, чтобы этот вулкан не взорвался. Китай должен расти со скоростью 5% в год. Вот почему, несмотря на в целом грамотную политику по борьбе с пандемией коронавируса, китайские власти были вынуждены последовать примеру всех остальных капиталистических государств и открыться. Маленький рост грозит очень большими потрясениями. Чтобы сдержать этот вулкан, мощное капиталистическое государство, вооруженное социалистическими методами планирования и контроля, выстроило систему полицейских мер, надзора и подавления. Сравниться с этой системой может, пожалуй, только американская система прослушки и выпиливания несогласных. Кстати, не забудем, что разоблачавший АНБ Сноуден первым делом бросился под китайское крыло. Это учение 2019 года. Полиция и спецслужбы готовятся подавлять протесты рабочих. Не террористов, не агентов англосаксов, не либерально настроенной молодежи, рабочих. И это не тренировка на всякий случай. Вот как недавно разгоняли демонстрацию текстильщиков в Гуанчжоу. Однако, несмотря на жесткий контроль и цензуру, выступления рабочих продолжаются. Иногда это вынуждает власти искать компромисс, как это было совсем недавно на фабрике тайваньской компании Foxconn, где не помогли даже избиения. Толпы фабричных рабочих в китайском городе Чжэнчжоу кричат и бьют палками людей в защитных белых костюмах. Протесты на заводе Foxconn, крупнейшем по производству айфонов, вспыхнули из-за того, что руководство пообещало отсрочить выплату бонусов. Однако это лишь официальная версия. Предполагается, что насилие разгорелось из-за антикоронавирусных правил. Но, конечно, гораздо чаще акции протеста разгоняют. Забастовка и попытка создать независимый профсоюз компании JASIC закончилась очень плохо. Исполнение интернационала у проходной не помогло. Нет незаконным увольнениям, нет незаконным штрафам. Нам нужен свой профсоюз. На нас натравили полицию. Это дискриминация. Они относятся к рабочим и хозяевам по-разному. Помогите распространить эту информацию. За этим последовали аресты. Молодежь начинает переосмыслять движение в сторону капитализма, которое страна совершает в последние десятилетия. Наиболее радикальные студенты начинают заново открывать для себя Маркса, Ленина и Мао. Вот какие студенты были арестованы в первую очередь.
Не будем углубляться в такие интересные на самом деле вопросы, как государственный долг социалистического Китая, его корпоративный долг 225% от ВВП, долги региональных администраций, хотя эта тема интересная. Из-за дыр в муниципальных бюджетах в некоторых районах, например, может перестать ходить общественный транспорт. Социализм, счастье, зашибись. 23 февраля компания Henan Shangyu City Public Transport опубликовала в своем официальном аккаунте WeChat документ, в котором говорится, что из-за отсутствия государственных субсидий и воздействия эпидемии компании чрезвычайно сложно работать. С марта городские автобусные маршруты будут приостановлены. 12 февраля автобусная компания в городе Мохэ, провинция Хэйлунцзян, также заявила, что она напрямую приостановит работу. Некоторые автобусные маршруты в уезде Цзянчан, провинции Ляонин, не работали с декабря прошлого года до февраля. Автобусная компания в уезде Тайху, провинция Аньхой, также прекратила работу на несколько дней в конце прошлого года и выставила счет за задолженность из-за невозможности оплатить счет за электроэнергию. Все это, как вы понимаете, признаки медленно, очень медленно наступающего светлого будущего. Как и гигантский пузырь недвижимости, готовый взорваться целой серией дефолтов, вроде дефолта корпорации Evergrande, олигарха, простите, коммуниста Сюй Цзяиня. Это тоже социализм, просто с местной спецификой. Тебе что-то не нравится? Наверное, мы достаточно поковырялись в базисе. Пожалуй, стоит обратить внимание на надстройку. Они вроде бы как-то связаны между собой, правильно? Если снизу социализм, то культура и массовая культура, вероятно, должны нести над планетой знамя прогресса, освобождения, интернационализма, гуманизма и классовой борьбы. Но ведь где-то же за пределами Китая эта самая классовая борьба должна продолжаться, верно? Ведь взоры всего порабощенного Западом человечества должны устремляться к высоким образцам и идеалам. Однако даже с включенным фонарем вы не найдете ничего похожего на эти самые социалистические идеалы. Вместо революционного искусства коммерческий ширпотреб, воспевающий снова величие китайской нации, воинственный патриотизм, реваншизм и суперменство. Вот примеры. Блокбастеры «Переправа» и «800» фактически реабилитируют Гоминьдан. Наш народ смотрит на нас. Они вместе с нами против японцев. Наша страна была больна. Но мы должны показать. Мы сделали все, что мы могли. Каждый из вас элитный солдат этой страны. 400 солдат показали всему миру, что Китай еще не сломлен. Китай не исчезнет. Слава Китаю! Фильм «Жертвоприношение» прославляет снова китайскую нацию, а не роль коммунистов в Корейской войне. Та же проблема с мега-блокбастером, о котором вы, возможно, слышали, «Битва на Чосинском водохранилище». Прокат завален дорогими подделками, вроде «Операции Меконг» или «Воина Волка», превозносящими китайских командос. Скоро в российском прокате «Блуждающая земля 2». В другом мире мы обретем бессмертие! Ты испортил мой путь! Чего уставились? Собирайте цветы. Оглянитесь вокруг, сэр. И вы увидите мир, который несовершенен. Страну, которая заблудилась. Ну пусть так, но массовое это сознание не отравлено худшими образцами западной культуры. В университетах-то по поручению Си Цзиньпина преподают марксизм, принципы добра, справедливости и взаимовыручки, столь близкие китайцам со времен Конфуция, никуда ведь деться не могли. Во-первых, эти принципы не имеют генетической природы, они не передаются половым путем. Скажем, они никак не помешали страшнейшим гражданским междоусобицам, которые в Китае длились десятилетиями. Во-вторых, Китай не запломбированный пуританский непорочный СССР. Это главный рынок сбыта для всего западного маскульта. Уже в начале 2018 года китайский кинорынок превзошел по сборам американский. В 2017-м Китай, где производили примерно 25 киноэкранов в день, обошел США по количеству кинозалов. В Китае их было 60 тысяч, а в Америке 40 тысяч. В 2018-м корпорация Далянь открыла собственный кинокомплекс, который должен был стать ответом Голливуду. Перед этим она купила американскую билетную кассу AMC за $2,6 миллиарда. С 2014
по 2018 Китай вложил деньги в производство более 40 голливудских картин. Зайдите в социальные сети, и вы увидите, что националистическим блогерам, продвигающим, скажем, платформу Жу Гуаньсюэ, горит зеленый свет. Идеология Жу Гуань – это покруче, чем русский мир какого-нибудь олигарха Малафеева. В прямом переводе это теория проникновения. Здесь содержится намек на то, как маньчжурская династия Цин когда-то подчинила себе тихой сапой империю династии Мин. А современный Китай таким же образом, сначала по-тихому, а потом, ударив всерьез, свергнет гегемонию США и займет освободившееся место. Стартовый пост националистического блогера на эту тему в китайских соцсетях прочитали 180 миллионов человек. Повторюсь, таким высказыванием государство не препятствует. А вот за марксистские взгляды можно быть забаненным раз и навсегда. Не только онлайн. Между прочим, с методиками тотального контроля, цензуры и выпиливания очень скоро и, вероятнее всего, познакомимся и мы с вами в рамках левого поворота на восток. В Москву прибыла группа китайских специалистов по киберугрозам в составе 41 человека. Подтверждается информация о предметном взаимодействии спецслужб России и Китая по итогам визита председателя Си Цзиньпина в Москву. Как стало известно Октагону, в совместном с российской стороной проекте китайскими коллегами будет проведен анализ и подготовлена техническая дорожная карта по полной блокировке YouTube. Часть технологий от комплекса Великой Китайской Firewall предоставит армия КНР. Остальное будет базироваться на российских и белорусских разработках. Ну а что? Зря, что ли, генпрокурор Краснов ездил в дружественную нам теперь социалистическую Мьянму. Не стала бы участь китайских марксистов уроком и для нас. Так, за критику рыночных реформ был запрещен журнал писателя Ван Вэя, старого коммуниста, участника борьбы против японских еще захватчиков. Сам он был подвергнут аресту. В 2019-м по университетам Пекина прокатилась волна арестов участников марксистских кружков. В том же году был арестован редактор онлайн-портала «Красная ссылка». Поэтому сейчас, чтобы подкрепить наши наблюдения и рассуждения, я бы хотел предоставить слово своему анонимному помощнику, молодому марксисту из Китая. Предположим, его зовут Ли Хунцзюнь, Красная армия. Это не выдумка, он существует в реальности. Ссылку на статью с его рассуждениями найдете под роликом. Среди многих китайских левых распространена вера в то, что характер режима определяется личностью лидера, что возрождение социализма может случиться по воле какого-то героя, что следует надеяться на внутренние силы правящей партии. Из ниоткуда на вершине власти появится настоящий коммунист, который находился в тени или внезапно прозрел. Он изменит курс партии и изменит будущее Китая. Эти люди не понимают или не хотят признать, что природа режима определяется не личностью, а тем классом, который занимает доминирующую позицию. Что-то знакомое, не так ли? Некоторые говорят, что Китай до сих пор феодальное общество. Некоторые, что Китай могут снова сделать колонией. Что наш нынешний капитализм лучше, чем просто частный, а государственный капитал является здоровой силой. При этом некоторые волнуются из-за сокращения его доли в экономике. Лишь немногие понимают, Китай – это поднимающееся капиталистическое государство под контролем бюрократии. Подчиняясь логике капиталистического развития, он неизбежно встанет на дорогу социал-империализма и подтолкнет его к империализму та самая группа госкапиталистов, которая в реальности является злейшим врагом китайского рабочего класса. Материальные обстоятельства, логика капитализма против идеалистических упований и благих пожеланий. Но является ли современный Китай, плох он или хорош, империалистом? В глазах коммунистических партий Филиппин, Индонезии, Индии, Вьетнама вполне. Империализм начинается с вывоза капитала, а вывоз капитала налицо. В 2008 году впервые в истории прямые иностранные инвестиции в Китай оказались меньше вывоза китайского капитала за границу. С тех пор экспорт капитала только растет, и он значительно превосходит импорт капитала. Большая часть вывезенного китайского капитала – это коммерческие кредиты, а не прямые вложения в производство. И вот китайские банки кредитуют Восточную Африку, чтобы та закупала произведенные в Китае рельсы. Это вывоз капитала, прибавочной стоимости. Еще в 2000 году карта вывоза китайского
китайского капитала напоминало темное пятно. Однако уже к 2015 году китайский капитал присутствует повсюду. Весь мир становится территорией поиска китайским капиталом того самого Spatial Fix, пространственного выхода для полученной им прибавочной стоимости. Китайские капиталисты начинают оформлять это в виде инициативы «Один пояс, один путь», план воссоздания торговых и транспортных коммуникаций Евразии с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку. Рассуждает известный, уж простите, американский географ и марксист профессор Харви. То, что мы видим сегодня в форме проекта «Один пояс, один путь» — это распространение китайского геополитического влияния в Средней Азии. Это пространственное решение для проблемы перенакопления китайского капитала. Проблема конвертируется во влияние. Регион втягивается в орбиту китайских инфраструктурных проектов. Интересы США, как морской державы, и Китая напрямую сталкиваются в Тихоокеанском регионе, но Китай делает вторую ставку на экспансию на суше, в Азии, где США очень трудно противостоять китайскому влиянию. Однако «Один пояс, один путь» гораздо больше, чем просто Азия или Тихий океан. Он играет огромную роль в Африке, которая с 2008 года оказалась в большой зависимости от китайских инфраструктурных проектов. Капиталистическая экспансия в Африке, в особенности в Судане и Эфиопии, не остается незамеченной. Как уже было сказано, большинство китайских инвестпроектов в Африке организованы через выдачу займов, а не через прямые инвестиции. Хотя в Замбии, например, есть и такое. Китайцы используют классическую тактику связанных кредитов. Деньги даются под условия приобретения китайской продукции – цемента, машины, оборудования, стали. Точно так же вела себя Великобритания, например, по отношению к Аргентине в XIX веке. На наших глазах нарастание этих проблем, столкновение интересов капитала от США до Японии, от Японии до Китая, от Китая до Средней Азии и Африки. Капитала, который ищет способ поддерживать снижающийся рост. С географической точки зрения это вызывает обеспокоенность. Это ровно то противостояние, которое в 20 веке 2 раза приводило к мировым войнам. Мы-то думали, что эти ребята, русские капиталисты, индийские капиталисты, китайские капиталисты, они не похожи на западных капиталистов. Они оказались точно такими же. Но оказалось, что они ведут себя как точно такие же каннибалы, когда речь заходит о конкуренции. В итоге вся система разваливается на части. Раньше ЮАР производила 9 миллионов тонн стали в год, сегодня 5. Китай производил 700 миллионов, сегодня это миллиард. Они не могут остановить производство, это и есть внутренняя динамика БРИКС. Капитализм усугубляет противоречия. Между прочим, если вы посмотрите на карту, то увидите, что конфликт на Украине обрубает не только российские газовые потоки, но и китайский «Один пояс, один путь» – дорогу в Европу. Они же закрыли границу, которая должна быть открыта для торговли с другими государствами. Чем провинился Казахстан, другие центральноазиатские республики, Китай, который торгует с Евросоюзом через Беларусь. Они же усложнили жизнь для них. И вы думаете, что спокойно это пройдет? Неспокойно. Это часть войны за доминирование в мировой торговле. 2 китайские госкомпании COSCO Shipping Ports и China Merchants Port Holdings вместе владеют долями в 16 портах Европы и Средиземноморья. Греческий порт Пиреи принадлежит им полностью, что служит иллюстрацией для возможных инфраструктурных планов. Если учесть, что также были приобретены порт Хайфа в Израиле, порт Саид в Египте, порт Аден в Йемене, порт Джибути в Джибути, порт Гвадар в Пакистане и порт Хамбантонта на Шри-Ланке, нетрудно различить стратегию по соединению экспортных маршрутов Тихоокеанского региона, акватории Индийского океана и Средиземноморья. В ту же копилку падают и военная база в Джибути, рядом с главной транспортной артерией нефтяного судоходства, и военные договоры с потенциальными военными базами в Океании, и колоссальные военные вложения. Да, мы знаем, что бюджет Пентагона $800 миллиардов, но у китайских военных уже почти 300 миллиардов. Вот какие слова из одного давнишнего интервью вспоминаются мне в этом контексте. Можно сравнить это с тем, что говорили британцы в XIX веке. Если вы попробуете построить флот, способный бросить вызов флоту империи, знайте, мы нападем на вас. И Китай делает ровно это. Строит флот, способный бросить вызов флоту гегемона. Только наивный будет думать, что в обстановке мирового экономического кризиса, вы же видите, он разгоняется на наших глазах, гегемон намерен молча наблюдать за тем, как его будут варить и ощипывать.
Да, гегемон заметно слабеет. Да, гегемону уже давно не удаются цветные революции, военные перевороты. Не удаются потому, что в каждом случае, будь это Венесуэла, Сирия, Боливия, Бразилия, Казахстан, в каждом случае вмешивается зримо или незримо китайский конкурент. США и Китай – вот главные акулы капитализма, без оглядки на которых судьба Беларуси не может и не будет решаться. Видимо, так и созревало решение о вводе контингента ОДКБ, подкрепленное готовностью Китая воспользоваться ресурсами ШОС – Шанхайской организации сотрудничества. Нужно заметить, Китай принципиально не отправляет свои собственные войска за границу со времен Вьетнамской войны. По законам рыночной конкуренции они будут драться за сырье, рынки и рабочую силу. Как Рим и Карфаген, как Антанта и Тройственный союз, и граница между ними отныне будет выглядеть так. И пройдет она где-нибудь по Днепру, где американская Украина стыкуется отныне с китайской Украиной. В конце 19 века Германия была молодой развивающейся страной, только что собранной из разрозненных княжеств. Уже по этой причине она не могла поучаствовать в дележе колоний, не было у нее колониального прошлого, империалистического прошлого. Однако несколько десятилетий капитализма привели к резкому промышленному росту, настолько резкому, что через какое-то время немецкий капитал хлынул за пределы страны. А потом сам собой возник вопрос о защите вложений от конкуренции. Исключительно в мирных целях был утвержден так называемый план адмирала Тирпица – строительство мощного немецкого флота. Очень показателен здесь военный кризис в Венесуэле в 1902 году, когда травоядная вроде бы еще Германия впервые применила флот для выбивания кредитов. Параллельно появилась внешнеполитическая доктрина фон Бюлова «Weltpolitik». Германия ни на кого не хочет отбрасывать тень, но и сама не хочет быть в тени. Ей нужно место под солнцем. Потом были мелкие стычки, как писал Маяковский, кровишка мелких стычек в Африке, в Азии. Телеграмма Крюгера: кайзер поздравлял главу Трансваальской республики с успешным отражением попыток англосаксов устроить мятеж на угольных шахтах. А потом была Англобурская война. Сравните с волнениями на китайских нефтяных месторождениях в Колумбии этой весной. Ну а потом был сериал Netflix «На Западном фронте без перемен». Кстати, нужно заметить, что ту раннюю Германию очень многие в мире считали цитаделью социализма. Не только потому, что Маркс и Энгельс оттуда родом. Старейшая социал-демократическая партия, да еще и в парламенте, постоянные разговоры о прогрессивных реформах, элементы государственного планирования и контроля над экономикой, огромное количество литературы по рабочему вопросу. Она издавалась легально, профессора-социалисты при университетских кафедрах, умело жонглирующие простыми числами. Именно в той еще не империалистической Германии появился термин «катедр-социализм», профессорский кафедральный социализм, ручной социализм, необходимый капиталу для пускания пыли в глаза и замыливания с помощью безопасной болтовни острых классовых противоречий. Социализм, но под присмотром мудрого Бисмарка. Будущие создатели государственного социализма свою теоретическую деятельность активизировали в условиях политической реакции после подавления революции 1848-49 годов в Германии. В 1850-51 годах Карлом Радбертусом были написаны и опубликованы в Берлине социальные письма. В них Радбертус развивал ставшие традиционными для политического идеализма и социал-реформизма идеи о роли буржуазного государства как классово-индифферентной организации, которая построена на принципах социального партнерства и представляет собой движущий фактор и главный гарант мирного, постепенного перехода к социализму. Этот тезис вполне закономерно сопровождался неприятием диктатуры пролетариата и трактовкой революции как разрушительной силы и бича истории. Единственной разумной альтернативой называлось регулирование революционной напряженности посредством умно, расчетливо и дальновидно осуществляемой радикальной социальной реформы, проводимой все тем же идеализированным буржуазным государством, которому для этого необходимо постепенно завоевывать полный контроль как над земельной собственностью, так и над крупным капиталом, и таким образом предупредить революцию. Это цитата из поздней советской работы «Китайская версия государственного социализма». Замечу, кстати, что в СССР существовала жесткая позиция по поводу китайского НЭПа, и сегодняшние попытки его оправдать там вряд ли поняли бы. В тексте сотрудника Дальневосточного отделения Академии наук СССР Белоусова показано, что нынешняя трактовка социализма китайского, столь близкая и нашим охранителям, в общем-то совсем не нова.
И в этом смысле немец Лассаль и китаец Дэн Сяопин вполне себе единомышленники. К чему же сводит германская рабочая партия свой интернационализм? К сознанию, что результатом ее стремлений будет международное братство народов. Эта фраза, заимствованная у буржуазной лиги мира и свободы, должна сойти за эквивалент международного братства рабочих классов разных стран в их совместной борьбе против господствующих классов и их правительств. Итак, о международных функциях германского рабочего класса ни слова. И это все, что ему предлагают противопоставить своей собственной буржуазии, братски объединившейся уже против него с буржуазией всех других стран и международной заговорщицкой политики господина Бисмарка. Стремясь представить прусское юнкерское государство народным, а чиновничество и государственную власть в целом единственно нейтральными элементами в классовой борьбе, апологеты катедр социализма по существу разрабатывали вполне типичный и достаточно тривиальный вариант буржуазного социализма. Позднее Ленин проследил взаимосвязь катедр социализма с легальным марксизмом в России и вообще с международным ревизионизмом. Действительно, следствием распространения идей катедр социализма, как и идей государственного социализма, явилось зарождение оппортунизма в немецком рабочем движении, а с начала 20 века эти теории вошли в важнейший арсенал ревизионизма. Ленин акцентировал новую роль доктрины государственного социализма в империалистическую эпоху как средство апологетики государственно-монополистического капитализма. Как показало время, пишет Белоусов, эти идеи пришлись по душе не только Сунь Яцену, главному идеологу националистического Гоминьдана. Кстати, где-то здесь же обретается и столь популярная и среди китайской, и среди российской бюрократии теория межсистемного анализа Валерстайна. Она утверждает, будто бы пирамидально организованному капиталу нужно просто посоветовать, помочь стать социализмом. А в мире, сообразно неким магическим циклам, сами собой однажды сменятся технологические уклады, центры, периферии и полупериферии. Можно кое-что отремонтировать здесь, теоретически. Неплохо было бы провести реиндустриализацию. Чтобы вот этот очень мягкий, можно сказать, травоядный план был воплощен в жизнь, нужны ли какие-то политические преобразования? Какая политическая база должна сложиться под реализацию планов такого рода? Вам присылали в РЭУ Госплан 2.0? Был такой. Вот, какой-то Госплан 2.0 организуют. Смотрите. Ну, надо к этому нашу власть подводить. Надо подводить к тому, что они скажут, ну да, социализм все-таки это вещь, которая во многом отчасти как-то где-то работает. И вот чем больше, чем лучше и чем ближе подведем их к этой повестке, тем лучше. А вопрос уже, кто там стоит во главе страны, для меня он не такой важный. Что значит «забудь об этом»? Что это? Это то же самое, что сказать «иди к черту». Например, «Поле, у тебя маленький член», а Поле отвечает «забудь об этом». Забудь об этом. Поле, забудь об этом. А иногда это просто значит «просто забудь об этом». Только не забудем, до чего в 20 веке уже доводили все эти концепции примирения классов, госпланов 2.0, третьих путей, социализмов в интересах пострадавших наций. Парадокс заключается в том, что социал-шовинизм гораздо ближе к фашизму, чем какой-нибудь ранний капитализм. Потому что фашизм – это империализм, который пользуется частью социалистического инструментария для учета, контроля, мобилизации, планирования и надзора. Нет, конечно, мы не станем бросать таких обвинений в адрес сегодняшнего Китая, но предупреждение было бы вполне уместно. Ведь кто его знает, что завтра случится, например, на Тайване? Задумайтесь, как после этого, а говоря о войне за Тайвань, мы подразумеваем не сотни тысяч, а миллионы погибших. Как после этого будет выглядеть красный флаг? Какое значение в глазах всего мира будет иметь красная эстетика вообще? Такое ли, как в дни Парижской коммуны? Ясно, что если драка за место под солнцем или за роль мирового гегемона, как об этом мечтают китайские националисты, начнется, это будет полноценная мировая война. Мировая империалистическая война между двумя крупнейшими центрами капитала. Масштаб жертв и разрушений в такой войне трудно даже вообразить. Забудьте о политкорректных абстракциях. Американские морпехи на Окинаве готовятся к войне с Китаем, которую, вероятно, спровоцирует вторжение на Тайвань. По мере роста военной мощи Китая становится все труднее предсказать, как будет выглядеть война за остров и каковы шансы отразить атаку, не вызвав ядерной катастрофы. Что абсолютно точно, даже если все ядерное оружие останется в шахтах, такой конфликт будет иметь ужасные последствия не только для 23-миллионного населения Тайваня, но и для всего мира.
И предпосылок к этому с каждым днем все больше и больше. Лихорадочное сколачивание блоков и нарастающий глобальный экономический кризис как компас указывают именно на такую войну. Ее эскизом является ситуация на Украине, где противоборствующие стороны все больше напоминают беспилотники под дистанционным управлением двух соперничающих операторов. Кстати, конечно же, совершенно не случайно Си Цзиньпина из Москвы провожали известным китайским гимном. Его смысл полностью идентичен нашей песне «Если завтра война». Российские СМИ сообщают, что исполненная российским военным оркестром песня была согласована с китайской стороной. Эта композиция, которая называет «Когда этот день настанет», написана главным политическим управлением армии Китая в 2005 году. И в ней поется о том, что день войны приближается, война неизбежна и к ней нужно готовиться. Вот пару строк из этой песни. Вы готовы, братья-солдаты, когда этот день настанет? Не волнуйся, Родина и родственники, чтобы победить, я буду атаковать. Смотрите на флаг армии, атакующие корабли, флот и флотилии отражаются в нем, а молодые солдаты мечтают о медалях за великую победу. Какова вероятность? На мой взгляд, 200%. Почему? Потому что государственно-монополистический капитал не может остановить экспансию. Это его природа. В тылу у китайского готовый проснуться вулкан противоречий, риск распада страны и новой оккупации Западом. И западный государственно-монополистический капитал, а что есть Пентагон, как небольшая корпорация, остановиться тоже не может. В тылу у него собственный вулкан, безработица, эпидемия фентаниловых смертей и преступности. США будут драться за жизнь. И все остальные тоже не смогут остановиться, потому что в мире империализма перестать жрать кого-то означает быть тут же съеденным самому. И я бы не отмахивался тут ни от угроз распада России, ни от уже готовых планов ее расчленения. Страшно? Страшно. Так какой вывод? Что же делать? Воскликнет дежурный комментатор. Что вы предлагаете? Во-первых, все спекуляции и истерику на этот счет просил бы прекратить. Во-вторых, стоило бы понять, что если у вас, скажем, рак, бессмысленно лопать горстями витамины. Если горит дом, бессмысленно бегать вокруг него с решетом или, взявшись за руки с поджигателями, пытаться задуть пламя. Глобальные проблемы не имеют локальных решений. Чтобы ответить на вопрос, что делать сначала, нужно уяснить, чего делать не надо. Не надо выбирать меньшее зло. Не надо слушать бредни агентов охранки и социал-шовинистов, которые призывают поддержать собственную буржуазию по причине ее невинности, слабости, особой культурности, гуманизма, социалистичности, в прошлом или настоящем периферийности или полупериферийности. Не надо участвовать в провокациях и самим инициировать провокации. Надо осознать, речь-то ведь идет не о футбольном матче, не о перепоказывании и переповторении, не о защите уникальных генетических кодов и традиционных ценностей. Речь идет без шуток о будущем человечества, о выживании человечества и будущем каждого маленького ребенка, которому мы, взрослые, готовимся передать очень взрывоопасное наследство. Так вот, осознав масштаб проблемы и масштаб необходимых усилий для ее, подчеркну, радикального разрешения, каждый должен в первую очередь определиться, на какой он стороне. Ведь несмотря на все перемены 20 века и в мире, и в России, есть только две стороны. Есть два класса. Пролетариат и буржуазия. Ну что ж ты со своей глупой формулой? Только два класса. И тот, кто не за один класс, тот, значит, за другой. А определившись, каждый должен спросить себя, что лично я могу сделать для пробуждения классового сознания рабочих. Ибо только обреченные на нищету или смерть в окопах рабочие способны бросить вызов своим капиталистам, способны, объединившись, остановить и навсегда разломать мировую мясорубку.
Каждый должен спросить себя, что лично я могу сделать для борьбы с межнациональной ненавистью, для укрепления дружбы между народами, для восстановления международной солидарности трудящихся, восстановления настоящего, не клоунского, антиимпериалистического фронта от Пекина до Вашингтона. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Ну а тем, кому такой план кажется слишком сложным, тем, кому хочется побыстрее, здесь и сейчас, тем, кто опустил руки и уже ушел искать спасательный жилет лично для себя, я бы напомнил вот эти слова. Империалистская война есть канун социалистической революции. И это не только потому, что война своими ужасами порождает пролетарское восстание. Никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически. А потому что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма. Есть преддверие его. Есть та ступенька исторической лестницы, между которой ступенькой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. Забыл еще кое-что. Напоследок. Если поколение наших сыновей займется ревизионизмом и повернется к противоположному, хотя это и называется социализмом, на самом деле это капитализм, наши внуки обязательно поднимутся и свергнут своих отцов, потому что массы не станут это терпеть. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.